Алло, ма! Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и сегодня мы будем собирать комплект профессионального несознанщика в страйкболе, или как его еще принято называть, Джаггернаута. Все это дело будет на основе снаряжения от компании Wolfpack. Не знаете, кто такой Джаггернаут в страйкболе? Давайте разбираться. Генеральный спонсор канала — страйкбольный магазин Airsoft Rules. Страйкбольный Джаггернаут — это обычно такой крупный чувак сурового вида в тяжелой броне, который к тому же практически неубиваемый. Профессиональный Маклауд. Такой персонаж обычно нужен для реализации каких-то специальных сценариев или в качестве финального босса в битве за право охранять тактическую лужу. Как вы уже, наверное, догадались, такую махину обычным попаданием страйкбольного шарика не размотать. И на играх, где присутствует Джаггернаут, обычно действуют специальные правила его поражения. Например, только из подствольника или гранатой с добиванием ножом, или попаданием в специальную мишень на спине. Но, к сожалению, рядовые игроки часто не читают всех правил и начинают заливать Джаггернаута шарами, руководствуясь народной мудростью. Надоест выхватывать шары в лицо, сам уйдет. Именно поэтому для Джаггернаута реально важна площадь защитного снаряжения и огневая мощь, чтобы наводить ужас на окружающих и отбить всякое желание вступать в перестрелку. В этих ваших компьютерных играх обычно огневая мощь — это пулемет или автоматический дробовик. В страйкбольных реалиях лучше всего подходит пулемет со 150-м тюном и внушительный запас шаров. Поэтому следует логичный вывод. Чтобы сделать страйкбольного Джаггернаута, нам нужен достаточно крупный боец, бронежилет с максимальной площадью защиты, пулемет с большим запасом шаров и сурового вида шлем с забралом. В качестве шлема Джаггернаута мы взяли реплику шлема Алтын от Polspo Class из магазина Airsoft Rules. Под шлем обязательно наденем четкие очки из поликарбоната, которые защитят Джаггера от случайных рикошетов под забрало. Еще этот шлем отлично подходит по стилю к полоскам от Гаптака, без которого образ финального босса был бы неполный. Все снаряжение и элементы защиты мы будем крепить на анатомическом боевом поясе Urban и бронежилете Warlock от Wolfpack. Чтобы пояс не смещался вниз под тяжестью пакетов с шарами и элементов защиты, мы его будем использовать с лямками. В качестве основы для остального снаряжения мы взяли плитник Warlock. Вообще это модульный жилет, который можно собирать и в легком варианте, но мы будем грузить его по полной. Поэтому вместо базовых скелетных камербандов мы сразу установили увеличенные. У них больше площадь защиты и в них можно устанавливать баллистические панели. Чтобы повысить комфорт ношения всего этого и еще добавить вентиляции, нам пригодятся капы. Их мы поставим и на плейтбэги, и на камербанд. А чтобы еще больше увеличить площадь защиты бронежилета, поставим на него модуль защиты шеи. Вообще, максимальная польза от этого модуля проявляется во время стрельбы в положении лежа. Но и прямоходящему Джаггернауту он тоже сильно пригодится. На бронежилете модуль защиты шеи фиксируется очень просто за плечевые лямки. Для еще большей защиты и, разумеется, красоты установим наплечники. Потому что у всех крутых чуваков в крутых доспехах должны быть большие красивые наплечники. У космодесантников Астартес, морпехов из Старкрафта, паладинов Братства Стали. Короче, без наплечников никак. Устанавливаются наплечники тоже очень просто при помощи петли из стропы с фиксацией на велкро. Пропускаете стропу вокруг плечевой лямки, залепляете липучку и готово. Прямо обязательный элемент тяжелой сборки жилета — это, разумеется, напашник. Настоящие военные его используют внезапно для защиты области паха. Потому что помимо самого ценного там еще находятся паховая и бедренные артерии, повреждение которых грозит массовой кровопотерей с последующей смертью. А наложить жгут в этой области может быть весьма проблематично. Насколько я слышал, статистика говорит о том, что при ранении в бедро погибает больше людей, чем при ранении в грудную клетку. В нашем случае все не так драматично, и напашник просто защищает джаггернаутовые кокосы от очереди шаров. Помимо этого на напашнике есть молли-ячейки, куда можно повесить дополнительные подсумки. Пятую точку мы, кстати, тоже прикроем, и для этого будем использовать увеличенный напашник. Его можно закрепить с помощью липучки на поясе. И раз пошла такая пьянка с защитой, поставим еще и набедренные платформы, чтобы защитить ляжки Джаггернаута. Платформы крепятся тоже на пояс с помощью петель и строп. Теперь, когда мы разобрались с площадью защиты, можно добавить снаряжение и вооружение. В качестве основного оружия мы будем использовать нормальный мужской пулемет ПКП в компоновке Bullpup.
Да, это тот самый пулемет с внутрянкой от Булгир, про который мы снимали ролик. И да, этот пулемет все еще жив, и ЗИС все еще пулеметчик. Внезапно, да? Предугадывая ваш вопрос, ссылку на обзор пулемета я оставил в описании. Боекомплект для этого пулемета находится прямо на пулемете. Так вышло, что в этот короб помещается целых 2 пакета шаров. Поэтому второй короб нам просто не нужен. Вместо него лучше взять еще дополнительных шаров. Шары для пулемета мы будем располагать в утилитарных подсумках, которые в свою очередь разместим на поясе и на самом жилете. На поясе под левую руку мы повесим горизонтальный утилитарный подсумок. Он закрывается на молнию, а внутри есть 2 боковых кармана. Вторую порцию шаров мы разместим на самом жилете в отрывной аптечке. Производитель называет ее аптечка отрывная с клапаном, а мы же назовем ее аптечкой для пулемета. При необходимости ее можно спокойно оторвать и со всем комфортом получить доступ к содержимому. Сюда же можно положить запасной танковый аккумулятор для пулемета. Чтобы противник не чувствовал себя комфортно, спрятавшись от Джаггернаута в окопе или здании, дадим Джаггернауту гранат. Но чтобы совсем не жестить, дадим их всего 4 штуки. Разместить их лучше всего на самом удобном для доступа месте, а именно на передней панели броника. Подсумки под гранаты с вытяжным клапаном еще больше добавят простоты извлечения. Над гранатными подсумками разместим административный подсумок, в который Джаггер может положить телефон, чтобы в трудной ситуации он мог позвонить маме. Мама! Алло! Поел? Да надел я теплые носки. Нет, ночью играть не буду. Давай, пока. Сейчас вы скажете, а как же карта? Там отличный отсек для размещения карты. А я скажу, какая нахрен карта? Это же Джаггернаут, и картография это вообще не его проблема. Да, Дима меня довезет. Но, чтобы хоть как-то управлять такой боевой единицей, повесим на Джаггернаута рацию с гарнитурой. Саму рацию разместим в специальном подсумке на спине. Переключать каналы в процессе ему все равно не понадобится. А если все-таки у него пропадет связь, то это уже не его проблемы, а окружающих. Пускай бегают, суетятся и зовут организаторов. Чтобы Джаггернаут мог подбирать лут от убегающих в ужасе противников, повесим на пояс сумку-мародерку, он же подсумок для сброса. В него можно быстро убрать гранату, которую передумали использовать, или пустой магазин от пистолета. Да, мы решили дать Джаггернауту пистолет, чтобы он мог пострелять по банкам, если ему вдруг станет очень скучно. Ну или можно использовать пистолет как вторичку во время заряжания шариков в короб пулемета. Так быстро взял инструкцию и читаешь. Хотя я сильно сомневаюсь, что дело дойдет до пистолета. Серьезно, у нас пулемет с 2 пачками шаров внутри. И еще куча гранат. Делай, все получилось, спасибо, он делает. Согласен, комплект получился не особо поворотливый. Но и задача солидного 2-метрового мужика в доспехах неторопливо ходить по полигону и смачно заливать из пулемета все, что шевелится. А все, что не шевелится, шевелить гранатами и опять заливать из пулемета. Приобрести все элементы комплекта можно напрямую у производителя, ссылку я оставил в описании. Как всегда, предлагаю обсуждать видео в комментариях, не забывайте ставить ваши уверенные пальцы вверх, подписываться на канал. С вами был Евгеньевич, до скорого!